Дельфины окружили лодку рыбака и не давали ей плыть, пока мужчина не заметил нечто странное под килем и все понял. Андрей много лет работал в море и давно привык к одиночным плаваниям. После 20 лет службы он особенно ценил редкие дни, когда можно было выйти в открытую воду без спешки, шума и лишних разговоров. В то утро море казалось необыкновенно спокойным. Ветер почти не чувствовался, поверхность воды была гладкой, словно зеркало, а солнце медленно поднималось над горизонтом. Андрей вывел лодку на несколько миль от берега, рассчитывая спокойно провести день вдали от людей. Первые часы все шло идеально. Он отключил радио, сбавил скорость и наслаждался тишиной. Лишь иногда вокруг появлялись чайки, а в прозрачной воде мелькали серебристые силуэты рыб. Но внезапно внимание моряка привлекло движение неподалеку. Вдалеке над волнами показались плавники. Сначала Андрей улыбнулся. Дельфины нередко сопровождали лодки, и он всегда считал такие встречи хорошим знаком. Однако на этот раз поведение животных выглядело необычно. 5 дельфинов быстро приблизились к судну и начали двигаться вокруг него плотным кругом. Они не играли и не прыгали рядом, как обычно, а словно намеренно не давали лодке продолжать путь. Андрей решил осторожно увеличить скорость, но один из дельфинов неожиданно выпрыгнул прямо перед носом лодки. Моряк едва успел сбросить газ. Затем 2 других дельфина начали резко бить хвостами по воде, поднимая сильные брызги и перекрывая направление движения. Все происходящее выглядело так, будто животные пытались остановить его любой ценой. «Что же случилось?» – тихо произнес Андрей, внимательно наблюдая за стаей. Он заглушил мотор, и вокруг сразу стало тихо. Именно тогда моряк услышал странный звук – слабый пронзительный писк, доносившийся снизу. Андрей нахмурился и осторожно взял багор, пытаясь проверить, нет ли чего-то под лодкой. Но инструмент ничего не задел. Тогда он надел маску и решил посмотреть под воду самостоятельно. Увиденное потрясло его. Под килем лодки за глубоководный датчик зацепилась старая рыболовная сеть. В ней запутался маленький дельфиненок. Он беспомощно дергался, пытаясь освободиться, но плотные нейлоновые петли все сильнее стягивали тело. Детеныш уже почти не двигался и едва мог подняться к поверхности за воздухом. В этот момент Андрей понял, почему взрослые дельфины окружили лодку. Если бы он продолжил движение, винт мотора мгновенно убил бы малыша. Не теряя времени, моряк схватил нож и прыгнул в холодную воду. Дельфины сразу расступились, словно поняли, что человек собирается помочь. Андрей нырнул под лодку и начал разрезать прочную сеть. Работать было трудно, лодку слегка качало, а веревки крепко натянулись вокруг датчика. Наконец, последняя петля лопнула. Освобожденного дельфиненка тут же подхватил взрослый дельфин и вытолкнул к поверхности. Малыш сделал глубокий вдох, а вокруг послышались громкие свисты стаи. Когда Андрей поднялся обратно на лодку, дельфины еще долго не уплывали. Теперь они двигались спокойно и легко, словно благодарили моряка за спасение. Вожак стаи подплыл ближе остальных, на мгновение задержался у борта, а затем вместе с остальными исчез в глубине. Возвращаясь к берегу, Андрей долго смотрел на море и думал о случившемся. За годы работы он видел многое, но этот случай навсегда остался в его памяти. В тот день моряк понял, что животные способны на удивительное доверие и что между человеком и природой существует связь, которую невозможно объяснить словами.